Здравствуйте, вы смотрите Geek Movies. Уже успели насладиться Стражами Галактики в кино? Невероятное продолжение, нарушившее все традиции сиквелов, которые обычно не слишком прибыльны, завоевало сердца зрителей и установило важный рекорд. Вторая часть «Стражей» стала самым успешным продолжением студии по итогам первого уикенда, оторвавшись в процентном соотношении кассовых сборов от оригинала более чем на 50%, чего раньше с Marvel не случалось. «Железный человек 2» открылся на 30% мощнее первого фильма. Продолжение «Капитана Америки» лишь приблизилось к половине, а «Эра Альтрона» и вовсе оказалась слабее «Мстителей» 2012 года. Нет сомнений, что в ближайшее время фильм Джеймса Ганна войдет в клуб картин с миллиардными сборами, что ранее удавалось лишь 4 проектам студии. Ну а пока мы сосредоточимся на том, что же нам показали. Режиссер еще с первой части зарекомендовал себя как любитель всяческих приятных и забавных отсылок, вроде Говарда Утки в «Обители коллекционера». И сейчас вы сможете проверить, увидели ли вы в кинотеатрах все интересные детали, и, быть может, задуматься о повторном просмотре. Встречайте! Практически все отсылки и пасхалки фильма «Стражи Галактики 2» здесь и сейчас. Небольшое предупреждение. Почти все, что показано в этом видео, жестокие спойлеры. И если вам они не по душе, лучше вернитесь к просмотру после того, как побываете в кино. А если уже побывали, оставляйте комментарии с вашей любимой сценой и приятного просмотра. 1. Новое оборудование Звездного Лорда. Все мы испытали жестокое чувство ностальгии, видя легендарный кассетный плеер Walkman в руках Питера Квилла. Однако одним раритетом не обошлось. В самом начале фильма Квилл отслеживает движение Обеликса с помощью какого-то устройства. Если присмотреться поближе, то в этом устройстве просматривается бородатая приставка 80-х годов Metal Football, на которой, как понятно из названия, можно было играть в примитивную версию футбола. Само собой, Питер знатно изменил начинку в техническом плане, и это говорит о его изрядных технических способностях. 2. Дракс ненавидит танцы. Еще в сцене после титров первых «Стражей Галактики» мы видели, как танцующий Грут хочет остаться незамеченным от внимания Дракса, который, судя по всему, довольно прохладно относится к искусству танца. Второй фильм полностью подтвердил это, начиная с милой отсылки в начале фильма, где малыш снова замирает на месте, когда на него смотрит Дракс, продолжая его словами о том, что люди делятся на два типа, танцующие и нет, и заканчивая подробным монологом последнего о жене, которая при звуках любой музыки оставалась на месте. Теперь мы точно знаем, что танцы и Дракс — понятия вообще несовместимые. 3. Дистанционно управляемые корабли суверенов. Идея о том, что представители совершенной расы не планируют разбрасываться жизнями своих представителей и предпочитают воевать удаленно, прекрасно вписывается в характер этой расы, но также служит забавной отсылкой на проблему зависимости людей от компьютерных игр. Когда у флотилии остается лишь один пилот, все остальные стоят за его спиной и с азартом наблюдают. Пожалуй, у каждого были такие ситуации в играх с друзьями. Более того, все кадры битвы в космосе очень уж напоминают популярную игру 80-х годов под названием Galaga. И именно в нее рубился один из сотрудников «Щита» в «Мстителях» 2012 года, что не ускользнуло от зоркого глаза Тони Старка. 4. Планета Берхерт. Когда стражи сбегают от суверенов, Гамора говорит о планете, на которую можно приземлиться и быть в безопасности. Эта планета знакома всем любителям комиксов, несмотря на то, что в фильме она кажется необитаемой. В 111-м выпуске «Невероятного Халка» Зеленый монстр был втянут в сложный конфликт участием ее обитателей, в итоге став настоящим спасителем. Конечно, на экранах мы ничего не увидели, но само ее появление служит приятной отсылкой. 5. Футболка Звездного Лорда. Несмотря на то, что кожанка Питера является его сигнатурным костюмом, футболка с надписями в азиатском стиле украла немного внимания зрителей. В общем и целом, Джеймс Ганн и Крис Претт уже пояснили, что ничего сверхважного на ней не написано. Но ребята с Reddit с помощью клавиатуры из тюрьмы Килн, которая появляется в первой части, расшифровали надписи. Пыль, цемент, камень, пепел красуются в пояснении к молекулам. Большая надпись «Переключить передачи», а также фирма Tenaik Galaxy Invention, которая вроде бы неизвестна, однако Tenaik — это фамилия госпожи Карен Tenaik, которая руководила созданием костюмов в картине. 6. Возвращение Говарда Утки. Этот персонаж является одним из любимых для Джеймса Ганна, режиссера фильма. Он помещал его в первую часть и не забыл и в сиквеле. В сцене, где опустошители отрываются по полной на планете Контракция, он отлично проводит время и ни в чем себе не отказывает. 7. Планета Контракция.
Собственно, сама планета, на которой происходила встреча Йонду со Стакаром, персонажем Сильвестра Сталлоне, сама по себе является отсылкой. Это родина матери известного персонажа комиксов по имени Джек Сердец, отец которого был землянином. Этот парень успел повоевать даже в составе Мстителей, так что один персонаж на 3-ю часть уже имеется. 8. Родина Звездного Лорда. Джеймс Ганн жестоко обманул нас всех. В киновселенной Марвел Питер Квилл родился в Миссури, однако в комиксах это не так. Его родина – Колорадо. Но почему Миссури? Все очень просто. Там родился сам Джеймс Ганн, который на правах режиссера позволил себе такую отсылку. 9. Вечность. Когда Эго вводит своего сынка, Звездного Лорда, в подобие комы, глаза того заменяются просторами бескрайнего космоса. И на вопрос о том, что он видит, Питер отвечает просто – вечность. Конечно, это может быть и обычной метафорой, но в комиксах вечность – это божество киновселенной, которое олицетворяет всю вселенную целиком. 10. Родители Джеймса Ганна. Как вы уже поняли ранее, режиссер ни в чем себе не отказывал. И в сцене, где Эго активирует механизмы порабощения планеты, действие переносит нас на Землю, мы видим его мать и отца, Джима и Лиолетту. Что забавно, в титрах своих родителей Джеймс обозвал не иначе как «странный старик» и «странная бабуля». 11. 80-е. Воистину, на эту эпоху жизни человечества в целом и США в частности, упор сделан колоссальный. Начиная с видеоигр и приставки и заканчивая знаменитым плеером Звездного Лорда. Но и это еще не все. В Стражах Галактики 2 собран весь сок этой эпохи. Сериал «Рыцарь дорог», главного героя которого, Дэвида Хассельхоффа, Питер представлял в роли отца, и он не раз проскакивает по ходу фильма. Квилл рассказывал о нем Гаморе. Квилл сравнивает образ отца, который придумал, и накидывает его на персонажа из проекта. И в итоге сам Эго, пытаясь объяснить ему причины своих поступков, превращается в Дэвида Хассельхоффа, предоставив ему почетное камео. Помимо этого, мы узнаем, что Звездный Лорд — огромный фанат Пакмена, в которого он превращается в напряженный момент битвы. Слушаем про смурфиков, ну и, конечно, о Мэри Поппинс, который с гордостью называет себя Йонду. Воистину, этот фильм посвящен 80-м не меньше, чем супергероям. 12. Ракета, наконец, получила свой глаз. Все мы помним эпохальную шутку енота из первого фильма о том, что ему нужна нога того парня. Долгих 3 года мы слушали шутку про руку Баки, да и все, что хотя бы в теории может ему понадобиться. И в продолжении он наконец-таки получил интересный аксессуар – глаз одного из опустошителей, который приносит ему Грут. Действуя в традициях своего чувства юмора, Ракета считает, что будет весьма весело, когда парень проснется и не сможет найти свой глаз. Ха-ха! 13. Йонду, наконец, с ирокезом. Когда в первом фильме он лишился своего знаменитого ирокеза, Джеймс Ганн объяснял это пересмотром внешнего вида персонажа в сравнении с комиксом. Однако теперь мы насладились им во всей красе. И Майкл Рукер, исполнитель роли, в шутку жаловался, как сложно было с ним ходить по площадке. То и дело он бился им о деревянные проемы и сталкивался с людьми. Ибо он не только высокий, да еще и длинный, и попросту выпирает на несколько сантиметров спереди его головы. 14. Лицо планеты Эго. Еще до выхода фильма режиссер разогрел нас заявлением о том, что живая планета – один из самых больших спецэффектов в истории кино, насчитывающий миллионы деталей. К сожалению, в итоге этого спецэффекта оказалось не так уж и много. Но и одной сцены с впечатляющей огромной планетой, у которой есть лицо, вполне хватило на то, чтобы почувствовать себя маленькой букашкой на фоне вечности. 15. Возвращение джедая. Мы узнали судьбу практически всей семьи Звездного Лорда, и несмотря на всю его боль, связанную с потерей матери, а потом и сразу 2 отцов, светлое пятно в этой истории имеется. В сцене, где синяя субстанция Эго пожирает нашу планету, буквально на секунду в кадре проскакивает актер Грег Генри, и этой секунды вполне достаточно, чтобы идентифицировать его как дедушку Питера Квилла, который до сих пор жив. Быть может, он и станет тем самым звеном, которое рано или поздно вернет нашего героя на Землю. 16. Любовь к деталям. Ранее вы уже могли понять, с каким трепетом Джеймс Ганн относился к мелочам и даже вызвал актера, сыгравшего дедушку, чтобы тот появился буквально на секунду. То же самое произошло и с Уайетом Олифом, который играл молодого Питера в первом фильме. Актера вернули, чтобы он показался буквально на несколько секунд в трогательной сцене, где Квилл вспоминает свою жизнь и Йонду, обучающего его стрельбе из бластеров. В этой сцене его играет все тот же актер, который стал старше и создает невероятно приятную сердцу картину. Также на съемке была вызвана и мать Питера, которую играет Лора Хедок. Так что все кадры из прошлого, что в первой, что во второй части, отсняты с использованием абсолютно тех же актеров, несмотря на то, что вы могли их попросту не заметить. 17. Сентиментальный Йонду.
Что бы там ни говорил этот парень с синей кожей, он всегда любил Питера Квилла и относился к нему как к родному сыну. Что мы и узнали в невероятно трогательной и выбивающей слезу концовке. Но на самом деле все проглядывалось и раньше. Еще в конце первой части Йонду не побоялся открыть контейнер с камнем бесконечности, плевав на опасность смерти от этого действия. Он знал, что Питер его обманул, и не испытывал по этому поводу никакого негатива. Напротив, та кукла, которая красовалась в упаковке вместо заветного камня, осталась у него, и во второй части мы видели ее рядом с Йонду в сцене его похорон. Даже у суровых пиратов есть что-то в их сердцах. 18. Последняя стрела. Возможно, из-за слез в эмоциональной сцене похорон вы этого и не заметили, однако в картинке с кучей фейерверков видно радужные точки, которые развеиваются в пространстве и символизируют прах Йонду. Однако чуть позже они формируются в нечто красное и очень похожее на след легендарной стрелы, которой управлял главный пират в жизни Питера Квилла. Такое вот трогательное прощание с персонажем от персонала, занимающегося графикой. 19. Камео Грандмастера. Титры, которыми заполнены промежутки между последними сценами, оформлены весьма оригинально и со вставками танцующих персонажей. Однако один из них, который красуется в правом углу, не разделяет всеобщей радости. Зовут его Грандмастер, и появится он лишь в третьем фильме о Торе. Каким ветром его занесло в титры «Стражей Галактики» остается неизвестным. Однако сам факт передачи эстафеты одного космического фильма Marvel к другому налицо. 20. Возвращение Космо. Русская собачка-космонавта, отметившаяся появлением еще в первом фильме, вновь показала себя. Остается неизвестным ее роль в будущем киновселенной, но учитывая, что в ней есть милая деревяшка по имени Грут, которая срывает овации фанатов, быть может, в будущем найдется место и для собачки, которая владеет телепатией. 21. Я есть Грут. Внимательные зрители, которые не ковырялись в носу на сценах после титров, заметили, что эта фраза постоянно повторяется, скрывая некоторые имена в титрах и символизируя негласный гимн франшизы о Стражах Галактики. Прошло 3 года, но ее актуальность не уменьшается, а в сердцах фанатов все так же возникают лишь добрые и теплые эмоции. 22. Заключение. Первые Стражи Галактики в конце титров выступили с забавным заявлением о том, что во время съемок не пострадал ни один енот или растение. Во втором фильме ребята пошли дальше, и к этой фразе было добавлено «чего нельзя сказать об их владельцах». 23. Прыжок Дракса. Все фильмы так или иначе включают в себя сцены, которые созданы исключительно для того, чтобы потом использовать их в постерах и различных промо-материалах, радующих глаз зрителей. Во вторых «Стражах Галактики» это, несомненно, сцена с Драксом, прыгающим в пасть обелиску. Тем приятней, что она практически с точностью взята из комикса Annihilation номер 1, где этот парень в той же манере направился решать проблемы с противником. 24. Оригинальные Стражи Галактики. В сцене после титров Стакар в исполнении Сильвестра Сталлоне собирает новую команду, и ветераны комиксов улыбнутся, ибо она представляет собой практически один в один оригинальный состав Стражей Галактики. Изолеты Огарт, самого Стакара, Мейнфрейма, Чарли-27 и Марти Некса. Правда, в оригинале был еще и Йонду, но все мы помним, как трагически кончилась его судьба. Вообще, каждый из этих ребят является отдельной отсылкой, и о них можно рассказать поподробнее. 25. Здоровенный амбал в исполнении Вина Реймса. Это Чарли-27, солдат и полицейский, тело которого было специально модифицировано для того, чтобы выживать в условиях жесткой гравитации Юпитера. У него в 11 раз больше мускулов, чем у обычного человека, и закаленная множеством боев репутация прекрасного воина. 26. Второй парень, покрытый кристаллами, это Марти Некс, которого играет знакомый всем нам по сериалу «Тайны Смолвиля» Майкл Розенбаум. Марти Некс в комиксах был рожден на Плутоне и также модифицирован для выживания на этой планете. Неизвестно, как будет в кино, но он последний представитель своей расы, гениальный ученый, который, помимо всего прочего, способен преобразовывать энергию своего тела в лазероподобные выстрелы. Пиу-пиу. 27. Прекрасная Мишель Ео сыграет не менее прекрасную Алету Огарт, которая является сводной сестрой персонажу Сильвестра Сталлоне и обладает солидным набором способностей в виде стандартной увеличенной силы и выживаемости, а также возможности материализовывать предметы из света и путешествовать по космосу на огромных скоростях. 28. Мейнфрейм, робот, которого озвучила певица Майли Сайрус, в комиксах является не простым прохожим, а самим Виженом, который в будущем устал от всего земного дерьма и немного преобразовался. Носитель невероятного искусственного интеллекта служил операционкой для целой планеты и определенно станет важнейшей информационной поддержкой для новой команды.
29. Красный парень – это Кругар, и он использует магическую энергию, очень похожую по стилю на ту, которой пользуется Доктор Стрэндж. В комиксах они были тесно связаны, и Кругар даже заменял Стивена в качестве верховного волшебника. Несмотря на то, что это не совсем оригинальный состав Стражей Галактики из комиксов, и чаще всего эту команду называют Стражи Галактики 3000, так как большинство ребят пришли из будущего, сцена после титров определенно намекает на их важную роль в третьем фильме. Да и забывать о том, что Marvel уже заявляла, что 3 фильмами Стражи Галактики могут не ограничиться, а Джеймс Ганн уточнял, что если будет 4-й, то главными его героями станут совсем другие люди, не стоит. Знакомство с этими ребятами стало очень важным шагом, и в будущем мы еще не раз их увидим. Пусть Кевин Файги и заявлял, что с «Войной бесконечности» эта сцена не имеет абсолютно ничего общего. 30. Адам Уорлок. Сердца всех, кто знает историю комиксов, в сцене после титров, где Аеша говорит о новом витке эволюции и называет его Адам, наконец сжались, и они вздохнули с облегчением. Впервые в истории существования киновселенной нам дают не просто отсылку, а прямое заявление о появлении Адама Уорлока в будущих фильмах. Для всех, кто не знаком с новостями, Marvel практически одновременно с выходом «Стражей Галактики 2» на экраны официально подтвердила появление Адама, но не в «Войне бесконечности», а в «Стражах Галактики 3». Это сразу же делает историю гораздо интереснее. В комиксах Адам также был разработкой совершенного и невероятно могущественного человека, которого создали как солдата для завоевания мира. Правда, там он узнал о злых намерениях своих создателей, еще находясь в коконе, и смог скрыться. Но, быть может, в кино все будет немного по-другому. И именно Адам Уорлок станет главным злодеем команды раздолбаев в их третьем фильме. Очень жалко, что его не будет в противостоянии с Таносом, ибо в комиксах он был одним из главных персонажей, противостоящих Безумному Титану. Однако и такие новости доводят до мурашек на самых кончиках пальцев. Напомним, что отсылка на персонажа была и в первой части, мы видели его кокон. Однако Джеймс Ганн поспешил заявить, что это всего лишь отсылка, да и добавлять ее в фильм не стоило, поэтому выстраивать какие-то параллели здесь тоже не стоит. 31. Стэн Ли. В фильме есть его камео, и он наконец подтвердил многолетнюю теорию о том, что абсолютно во всех фильмах студии играет одного и того же персонажа. Кто это и почему так получилось, это, пожалуй, идея для отдельного и масштабного видео. А пока сосредоточимся на том, что мы увидели в заключительной сцене «Стражей 2». Мы увидели наблюдателей, которые являются одними из самых могущественных существ во вселенной комиксов и следят за всем, что происходит во вселенной. Стэн рассказывает им о своей работе курьером, когда он принес Тони Старку письмо, окончательно расставляя все точки над «и». Он всегда наблюдал за всеми супергероями в целях сбора информации для наблюдателей. Является ли он сам наблюдателем? Трудно сказать, ведь в сцене после титров он красуется в скафандре, который не был бы ему нужен. Однако не стоит забывать, что он красовался не только в фильмах Marvel, но и в фильмах о мутантах от Fox, и даже в Человеках-пауках бородатых времен, куда попасть, не обладая какими-либо способностями, очень затруднительно. Кевин Файги, глава киновселенной, не стал называть конкретных имен, ограничившись лишь сухим подтверждением. Но не так давно он, как и Джеймс Ганн, хвалился тем, что Стэн отснял сразу 4 камео для будущих фильмов, и они являются очень важными и по-настоящему эпичными. Почти наверняка мы можем утверждать, что в «Войне бесконечности» Стэн Ли появится с самым эпохальным камео всех времен и народов. Ведь Танос, который хочет уничтожить вселенную, определенно не вписывается в планы создания, которое наблюдает за этой самой вселенной, негласно ее охраняя. 32. Подросток Грут. Четвертая и, пожалуй, самая милая сцена после титров демонстрирует то, о чем мы мечтали, но никогда не обсуждали вслух. Грута – подростка. Второй фильм о Стражах показывал нам Звездного Лорда в качестве ребенка, но эта сцена после титров выставляет его самым настоящим отцом для Грута, который даже фразу «Я есть Грут» произносит саркастически, как и полагается существу, находящемуся в переходном возрасте, где кроме компьютерных игр ничего не нужно. Несмотря на то, что действия этой сцены происходят спустя некоторое время после окончания фильма, Грут вырос очень быстро. Ведь первые Стражи Галактики закончились всего 2 месяца назад по времени киновселенной. Подключая нехитрое искусство математики, можно рассчитать возраст очаровательной деревяшки в «Войне бесконечности». Джеймс Ганн утверждал, что во втором фильме Грут обладает разумом 2-летнего ребенка. И вспомнив ранее упомянутые 2 месяца, за которые это произошло, получается, что год человеческого взросления для него равен месяцу. В этой сцене Грут уже не малыш, но еще и не взрослый, ему лет эдак 15. Значит, сцена происходит спустя год после окончания сиквела. Кевин Файги заявлял, что «Война бесконечности» случится спустя 4 года после «Стражей Галактики 2». Значит, накинув еще 3 года, мы можем ожидать появления приблизительно 40-летнего Грута в крупнейшем кинокомиксе Marvel.
Вин Дизель, который его озвучивает, заявлял, что мы еще не видели самую крутую и мощную версию этого персонажа. И, судя по всему, это случится именно в «Войне бесконечности». Но, быть может, Marvel решит немного схитрить и оставит Грута подростком, замедлив его старение. В любом случае, традиция разного возраста главного вора наших сердечек продолжается, и это не может не радовать. Во всех 3 фильмах со своим появлением он будет абсолютно разным созданием. 33. Аеша. Представительница расы совершенных людей определенно не сказала своего последнего слова и появится в будущих фильмах. Но аналогии с комиксами весьма забавны. В киновселенной Marvel она создает Адама Уорлока как следующую ступень эволюции. Но в комиксах все было наоборот. Это Уорлок был первым в эксперименте идеального существа, а Аеша лишь второй попыткой создателей. 34. Целестиалы. В фильме Эго упоминает себя одиночкой, который родился миллионы лет назад и скитался по вселенной в поисках иной жизни. Но в комиксах Целестиал был далеко не один. И в тех же «Стражах Галактики» 2014 года мы уже видели как минимум второго, того, что показывал команде коллекционер. В общем, в комиксах Эго просто живая планета и ничего более, но киновселенная попыталась пойти против этого элемента. Тем интересней будет наблюдать за развитием событий в будущем. 35. Мусорная панда. Очевидно, что Джеймс Ганн поклонник мемов портала Reddit, где еще в 2014-м склепали такую подпись к мему о еноте. И теперь эта шуточка официально попала в киновселенную Marvel, чтобы бедолаге Ракете пришлось слушать новые оскорбления. 36. Новый плеер Звездного Лорда. Подарок, который Йонду не успел подарить Питеру, шикарный плеер Zune, который рекламируют как главный плеер планеты Земля в 2014-м. Это забавный камень в огород нашей планеты, ведь очевидно, что на деле им является iPod. Так или иначе, теперь вопрос о том, как появится 3-я часть саундтрека, не стоит вовсе. И что более интересно, в ней обязаны появиться не только старые треки, но и новые, более современные. 37. Корг. В сцене безумного полета ракеты и Йонду через вселенную, чуть после камео Стэна Ли и наблюдателей, нам кратко показывают парочку боевых представителей расы Кронанов. Все бы ничего, да вот только один из этих ребят, Корг, появится в 3-м фильме о Торе, и его сыграет сам Тайка Вайтити, его режиссер. Таким образом, это уже как минимум 2-я ссылка на будущее. 38. К северу через северо-запад. Когда Небула наконец находит свою сестричку Гамору, то и приходится убегать по открытой местности, уворачиваясь от выстрелов. Это отсылка к легендарному фильму Альфреда Хичкока 1959 года, в которой наблюдалась очень уж похожая сцена. Это все, что мы успели заметить, посмотрев «Стражей Галактики 2», которые, как вы могли заметить, просто пестрят всевозможными пасхалками и отсылками. И их пользователи будут находить еще целый год. Ведь одну скрытую деталь из первого фильма до сих пор никто не заметил. И Джеймс Ганн, его режиссер, очень ждет, что самый внимательный зритель на планете наконец-таки найдется. А что запомнилось вам? Быть может, ваш зоркий взгляд зацепился за что-то, что мы упустили? Оставляйте свои пасхалки в комментариях. И будем поражаться глубине происходящего вместе. Любите отличное кино, подписывайтесь на наш канал и хорошего вам дня, друзья!